Рад приветствовать вас на канале Animal Life. 33-летний Райан Йенсен перенес кровоизлияние в мозг месяц назад, впал в кому и, несмотря на все усилия врачей, так и не вышел из комы. Поражение мозга оказалось необратимым. Его семья приходила навещать его всем составом, а в последний день, прежде чем дать согласие на отключение аппарата поддержания жизни, родственники принесли попрощаться его пса. Сестра Райана сняла происходящее на видео. Молли, его пес, был очень удивлен, почему хозяин не просыпается, чтобы поздороваться. Мы хотели, чтобы собака все поняла и попрощалась. Не знаем, насколько нам это удалось, но дома он сходил с ума, не понимая, куда пропал Райан. Теперь она знает, почему ее хозяин не вернулся домой. Если бы вы знали моего брата, вы бы поняли, насколько он обожал свою любимицу. Сестра Райана сразу же успокоила людей, сказав, что убитая горем Молли находится в хороших руках. Не переживайте о собаке, мы ее забрали, она часть семьи. Мишель также добавила, что донорское сердце Райана предназначено для спасения 17-летнего подростка как раз в канун Рождества. 6 лет назад Райан подобрал Молли щенком на пустыре, куда его выбросили прежние хозяева. После этого человек и собака были неразлучны. До самой реанимации. Идея о том, что попрощаться с умирающим имеют право не только члены семьи, но даже и домашние животные, очень гуманная и понемногу становится общим трендом во всем мире. Тогда как раньше считалось нормой, а у нас в стране, к сожалению, до сих пор считается, что в реанимацию к уже однозначно умирающему человеку никого пускать нельзя, даже родителей к ребенку. В России пока подобная сцена прощания возможна только в считанных больницах. В первом московском хосписе, например. Но постепенно родные безнадежно больных отвоевывают у медицинской бюрократии право проститься по-человечески. Эта в высшей степени трогательная сцена произошла во время похоронной церемонии в одном из канадских городов. Сотрудники одного из канадских похоронных бюро разрешили собаке проститься с ее умершим хозяином. Собака подошла к гробу и встала на задние лапы, сообщает сайт «Хорошие новости про животных». Это случилось в начале 2018 года. У хозяина собаки по кличке Сэдди, с которой они дружно прожили вместе 13 лет, внезапно случился сердечный приступ. Родные вызвали скорую помощь, но оказалось, что слишком поздно, мужчина умер. Когда врачи отошли от тела, к нему подошла Сэдди и легла рядом, подсунув свою голову под его руку. Следующие 10 дней, пока готовились похороны, Сэдди находилась в глубоком стрессе. Она почти не ела и практически не спала, похудев за это время на 4,5 килограмма. Она лежала у окна или двери, как всегда делала, когда хозяин уходил на работу. Она все еще надеялась, что он вернется. Она была его собакой, была настоящей папочкиной дочкой, рассказывает вдова. В день похорон вдова взяла собаку с собой на церемонию прощания, сказав, что не может поступить иначе, собака была для него таким же важным членом семьи, как супруга и сын. Поэтому мы пустили собаку на церемонию, а потом разрешили ей попрощаться у гроба, рассказывает агент похоронного бюро. Когда Сэдди подошла к гробу и встала на задние лапы, по комнате прошел вздох удивления и можно было ощутить все эмоции. Мне кажется, что в этот момент ни у кого из присутствующих в зале не оставалось сухих глаз. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, мы и дальше будем рассказывать вам интересные истории, связанные с животными.